И вновь я рад приветствовать тебя, дорогой зритель. Вновь, надеюсь, ты, как обычно, уселся поудобнее, надел наушники и готов к тому, что мы продолжаем основное прохождение этой игры. В общем, значит, нам нужно добраться в церковь Темпла. В предыдущей серии мы дополнительные задания, которые могли выполнить, выполнили. И теперь можно смело идти дальше. I cannot enter. I should find another way to get into the neighborhood. Да я, кажется, догадываюсь, где этот путь. Кажется, я догадываюсь. Когда выполнял задание по поводу завещания отца, то я нашел место, где наш герой говорит, что именно здесь мы можем сделать то, что нужно. А именно попасть. Здесь мы нашли второе письмо на то место, которое нам надо. Так, топаем. Блин, где же то место, которое мне должно помочь? Оно же должно быть где-то тут. Где-то тут. А, вот оно, точно. Так вот медленно и уверенно мы идем к этому особняку. Немножко настораживает меня вот это вот дело, однако, если честно, то, что мы сейчас спускаемся в это подземелье, значит, тут по пути в эту церковь нам по-любому придется пережить интересные, возможно, приключения. По возможности ограбим всех, кого только можно. Обчистим все, что можно. Обнюхаем каждый угол на предмет наличия чего бы то ни было интересного. It's locked. Я понял, придется делать срез. No one can hide from Ascalon. Ну, здравствуйте. Ну, я догадывался, что меня тут даже будет босс ждать. Show me your power, newborn. Ты ж... Думаешь, такой крутой? Почти ты сам нарвался. Опять не уклонился.
Ярость вулкодов. Пусть размеры вулкода не вводят вас в заблуждение. Эти огромные ублюдки не уступят в скорости ни одному кровососу. Уничтожить вулкода можно так же, как и всех остальных. Проткнуть и прижать к земле его гнилое тело, а затем отрубить ему голову. Запомните, главное, тщательно подготовиться и использовать слабости жертвы. Проблема, конечно, состоит в том, что слабостей у вулкодов нет. Они сильные, быстрые, умные и смертельно опасные. Они настоящие машины для убийства, перед которыми стоит одна простая цель – схватить вас за шею своими огромными лапами. Поэтому, если вам, парни, доведется встретить в бою вулкода, уклоняйтесь от его атак и постарайтесь разозлить. Наносите ему раны, смейтесь над ним, заставьте его выйти из себя. Если вулкода как следует раздразнить, он приходит в ярость и начинает бездумно нападать. Только так вы можете получить преимущество в бою с этим зверем. Используйте свой шанс. Падай. Падай. Молодец. Ну что ж. Надеюсь, это был единственный босс в этой канализации. Стопэ. Надо постараться поисследовать все по максимуму. Вроде как пусто. А жаль. Могли бы что-то мне оставить интересное. Так, не застревай в текстурах. Это некрасиво. Блин, почему везде пустота? Хоть бы где-нибудь оружие бы завалялось интересное. Особенно двуручное. Потому что ж ничего нет. Ничего полезного и вкусного. Очередная головоломка. Погоди, в этом месте я ж уже вроде как был. Да нет, не может этого быть. Не может этого быть. Это другое место. Так, допустим. Дверь открыта. Ради чего мы все это сейчас проделали? Ёлы-палы. Что-то вы какие-то слишком крепкие, ребята. И кусочек остался, серьезно. Ау. Ом-нями. Тихо, тихо. Забьют меня еще. Иди сюда, фугировать.
это было относительно просто. Возможно, здесь теперь у нас что-то интересное появилось. Так, стопы. Неужели, получается, я иду туда, куда нужно? Так. Опять эта игра меня путает. Тогда придется вернуться обратно. Дабы узнать, а что же вот это вот. Грязное письмо. Меня зовут Роберт Тиздейл. Тому, кто найдет это сообщение, пожалуйста, помогите мне. Несколько дней назад исчезла моя дочь Луиза. В последний раз ее видели в местном баре. Не в том, в котором она работает официанткой, а в другом, в танцующей форели. Два свидетеля видели, как она ушла оттуда с неизвестным мужчиной, возможно, иностранцем. По округе ходит много слухов о том, что здесь пропадают люди. Я убежден, что кто-то похитил Луизу и сейчас держит ее где-то неподалеку. Я знаю, что полиция мне не поможет, ведь у нее сейчас более важные дела. Поэтому я решил искать ее сам. Если вы найдете это письмо, знайте, что мне не удалось ее спасти. Луиза хорошая девушка. Она не заслуживает подобной участи. У нее среднее телосложение, темные волосы и шрам на правой щеке. Пожалуйста, найдите ее. Завершите мою работу. Да благословит вас Бог. Louise's father was determined to find and save her. Что ж, вот так вот мы взяли очередное новое расследование. И открыли срез. Так это задание у нас тоже тут. В этом же самом подземелье. Вот это хорошо. Ну вот теперь можно смело топать вниз. Так, где же ты, девчушка? Кто тебя похитил и зачем? Londoners are no match for me. Ну, дратуйте. Иди сюда. Чё, это все, что ты можешь? Барьер на себя поставил, красавчик. Еще живой, сдохни. Новый дневник. 13 октября. После тяжелейшего путешествия я наконец-то прибыл из Манчестера в Лондон. В городе чувствуется печаль и отчаяние. Здесь будет несложно найти женщину, которая мечтает избегнуть смерти. Я мечтаю о том, чтобы как можно быстрее приступить к исследованию. Скоро я уже не буду девственником.
15 октября. Камера готова. Осталось лишь найти подходящую кандидатку и привести ее туда. Она будет прекрасной и ласковой, с хорошим характером. Я уже испытал мою способность к убеждению на нескольких женщинах, и чаще всего она работает. Но я не хочу, чтобы моя будущая невеста была покорной. Свою силу я применю только для того, чтобы привести ее сюда. Затем я расскажу ей, что собираюсь сделать, и позволю ответить согласием. Это важно. Моя женщина должна по доброй воле согласиться навечно стать моей женой. 17 октября. Кажется, я нашел идеальный вариант. Ее зовут Луиза, и она очаровательна. Она работает официанткой в баре, и я обожаю смотреть на то, как она подает напитки. Сурово и гордо. Я уверен, что она примет мое предложение. Когда она станет моей, кровь вампира изменит ее. Раны на лице заживут, а шрамы исчезнут. Тогда она обретет идеальную красоту, которую сейчас вижу только я. 18. Ничего не понимаю. Луиза мне отказала. Почему? Я обещал ей, что не стану ни к чему ее принуждать. Ну, возможно, я просто ненадолго дам ей поголодать. Тогда она поймет, что у нее только один вариант – стать моей женой. Жестко, однако. Да, намерения у чувака были... Ну, теперь даже сомневаюсь. Miss Teasdale, are you all right? How do you know my name? Who are you? My name is Dr. Reed. I managed to track you down thanks to your father. So my father really was looking after me. This man, this vampire told me my father was dead. Is it true? I'm afraid so, miss. I'm so sorry for your loss. But you are free to go, as your abductor is no more. I suppose my jailer also killed my father, didn't he? Thankfully, he did not search your father's corpse, where I found his notes describing where he might find you. You should read them. I must find my father's body. He deserves a proper burial. Ну что ж, еще одного мы нашли. Goodbye, Miss Teasdale, and be careful. Until we meet again. Все, расследование завершено. Теперь остается только пойти поспать. Я так понимаю, все эти персонажи у нас окажутся снова в основных безопасных местах в своих областях. И единственное, что нам будет оставаться, так это только с ними побеседовать, там вылечить их, выполнить задания, возможно. Ну и все в этом плане. Опа-на! Блин, обычный топор. Не двуручный. Нет, двуручный. Наконец-таки мы нашли очередное двуручное оружие. Правда, оно не такое мощное, но остается его только улучшить. И тогда посмотрим, будет ли оно лучше моей любимой дубиночки. Так, ну вроде как тут все. Мы закончили путешествие. Фух. Окей. Расспросить местных жителей. То есть мы сейчас найдем тех оставшихся, которых нам не хватает. Состояние района стабильное. То есть вот тут тоже обитают люди. И получается, вот тут я могу открыть срез. Хорошо. Так, ну в общем, ищем людей.
отмечен. Один из, если быть точным. О, люди, я нашел людей. Люди. Чувствую, по основному заданию мы сейчас пойдем еще не скоро, потому что я сейчас пока всех понахожу, со всеми пообщаюсь и т.д. и т.п. Так что все это дело будет не скоро. What? Только не говорите мне, что я... Так, ну это наверняка какая-то загадка для того, чтобы открыть стену. А кто ты такой? О. Ну здравствуй, раз уж к тебе пришли, давай побеседуем. По-любому ты какой-то очередной торговец, который мне, возможно, что-то интересное таки продаст. Потому что из всех торговцев, которые я нашел, ни один нормально не попался. Только ресурсами торгуют, а что-то конкретное нужно, ни у кого ничего нету. A red river, a song in the dark, the whispers of a sun. So many signs to interpret. Преступное уничтожение знаний. Вампиры опасны, смертельно опасны. Иногда они жестоки. Это факт, с которыми я не буду спорить. Именно поэтому мы должны понять, кто они, и достичь с ними взаимопонимания. Вы помните, как в 1548 году один из нас наконец разыскал Иосифа Флавия в Испании и побеседовал с ним. Вы помните, как каждое из тщательно подобранных слов вампира восхищало нас? Как его речь называли окном в прошлое, о котором у нас осталось лишь обрывочное представление. Так вот, Иосифа Флавия больше нет. Несколько недель назад его убили охотники Ватикана. С ним исчезла сокровищница знаний об истоках нашей цивилизации. Это, возможно, столь же чудовищное преступление, как и убийство невинного человека вампиром. Именно поэтому действия Стражей Привена столь же преступны, сколь и бессмысленны. Каждый раз, когда они выслеживают одного из древних вампиров, они вместо того, чтобы обращаться с ним осторожно и уважительно, уничтожают то общее, что связывает нас с бессмертным. Они лишают нас возможностей. Великая охота – преступление, потому что охотники бездумно уничтожают слова и мысли, удаляя жажду из источника знаний. Ашер Толтри, глава братства Святого Павла. Ну, как бы да. Jonathan Reed, at last we meet. The cards warned me you would visit tonight. I beg your pardon, sir. Do I know you? Of course you do. Our mutual friend, Dr. Swansea, can't speak highly enough of you. My name is Usher. Usher Talltree. You are the leader of the Brotherhood, are you not? Primate of the Brotherhood of St. Paul's Stole, to be precise. I'm really glad we met tonight. I love it when the cards tell me a truth. The cards told you to expect me. Yes, they can tell me everything. They told me that you have not taken another life since your poor sister died. Ну да. Я добрый вампир. What can you tell me about the neighborhood? I really don't know. I don't often go outside. And when I do, it's usually to quite distant destinations. So you see nothing in the stars for me? You're a poor fortune teller then? Oh, I can tell you many things, but they will only concern you, not the city. For example, I know that you offered your sister the final rest she asked for. Do the cards speak of my Mary? No. It's the burning aura of guilt that precedes you everywhere you go. Read my fortune then.
You have been chosen, Jonathan. I see on you the mark of a strong being, so powerful it needn't even reveal its strength. Хорошо так сказал, что ни черта не понятно. Tell me about yourself. What do you do here, besides turning cards in the middle of the night? I'm for most a charlatan. For a few, I'm a vampire. And for you, I'm the primate of St. Paul's Stole. Some believe you to be a vampire. Who? The guard of Priwen, who else? For a time, they sent spies to observe my activities, and they even broke into my home to gather proof. Did they steal anything from you? A personal notebook they quickly took to their headquarters. All they had to do is to look at me. I'm aging. What better and definite proof that I'm not an immortal? Do you want your notebook back? If you ever find it, I'd be glad to have it back, of course. I do ask one thing, though. Do not read it, Jonathan. Some secrets are not meant to be revealed, even to immortals. Вот же ж, блин. Если я ее прочитаю, это будет печально. Если не прочитаю, то меня ж будет терзать по самой не хочу желанию узнать, что же там. For how long have you been a primate? It was 15 years last year. What do you make of Dr. Swansea? Edgar is a brilliant and dedicated man. A man of his time, sometimes a little muddled, but always looking for new paths and new concepts. Can you read the cards for me? Are you sure you want to know what they will reveal? Yes, I am. It will cost you 150 shillings. Да, ну, давай. Here is the money. The snake, a bitter woman, smiling as she pours poison in your cup. A shaming betrayal. Hate. Отлично, спасибо. А еще? Can you read the cards? Да ладно, Perhaps later. не будем пока. May I ask you about the Brotherhood? Of course. But I must warn you that there are some subjects we consider taboo, in spite of our fondness and acceptance of your kind. I know there is no love lost between the Guard of Priwen and the Brotherhood. What caused this rift? It was 1801. The Brotherhood was stronger then, a strength that made them hungry for ever greater power. An argument divided them, and the wound never healed. What was the nature of the disagreement? The problem was that both sides considered themselves the legitimate heirs of the original Brotherhood. We divide up the books, the relics, not always fairly or with consideration. Who founded the Brotherhood? That's precisely the kind of question I cannot answer. It is delicate, and may reveal some of our secret traditions. So you're not just a club of academics and scholars. Once upon a time, very long ago, the Brotherhood did more than simply study the vampires. They took actions to eliminate the more ferocious and corrupted. How do you measure the amount of blood on my hands? I told you. The cards always tell the truth. Well, most of the time. Is it possible to tell me my future? A vampire's fate is much more delicate to read, Doctor. But I can try. All right. Let me hear it. You're on a path to redemption, Jonathan. But be careful. One single trip and you'll fall. That doesn't sound promising. Take this, young Ekon, as a personal reward for your strong will. Keep following the right path and you'll reach safety. I would rather not know. How did you learn about Mary? And spare me the hocus-pocus parlor tricks. The truth, now! Swansea told me. Don't look at me like that. His task is to observe and gather information about vampires. He had to tell me about Mary.
Mary did not deserve her fate. She had already suffered enough during her life. And yet the pain and the suffering went on after her death. Suffering is part of the immortal condition. Some prefer to lose their minds rather than face the simple truth. Pain will never stop. Is there anything you could tell me about Aloysius Dawson? Aloysius Dawson? Yes, of course. We met on several occasions. With time, he got deeper and deeper into the occult. He's not the only one. It's been quite the fashion for several decades. The Golden Dawn, for instance, is just one example. True. Aloysius was a member of the Golden Dawn until 1900. Then his thirst for dark knowledge grew. I'm talking forbidden texts, readings which blackened his heart. Все с тобой ясно, Доусон. Так, тебя лечить нужно? Do you require medical attention? I'm fine, thank you, Jonathan. Жаль. Goodbye, sir. A red river, a song in the dark, the whispers of a С sun. тобой разобрались. So many signs. Ну, вот это уже интересно. Их нужно каким-то макаром одновременно нажать, или же... Ладно, видимо, пока что мы этого не знаем. Возможно, это будет какое-то дополнительное задание, которое нам придется выполнить. А пока... Ищем еще живых. Спасибо за убежище. Убежище я люблю. Так, что-то полезное у нас тут имеется. Кровать-то, конечно, хорошо. Поспать мы всегда успеем. Так, ну, у нас же есть теперь идеальная возможность улучшить наше двуручное оружие и узнать, достойно ли оно того, чтобы стать моим. Ну, в общем, улучшил я топор, он всего лишь на 8 единиц наносит урона больше, и при этом не обладает свойством, как его, оглушения, соответственно, он только пьет кровь. За что мне нравилась эта палка, так за то, что она именно делала то, что было круто, а именно оглушала. Так что, если честно, то я даже не знаю. До свидания. Побродим с этим оружием. Побродим с этим двуручным топориком, посмотрим. Интересно. В любом случае, поменять успеем всегда. Good evening, sir. May I ask you what you're doing here at this late hour? I'm conducting an investigation about the epidemic in this part of town. And who are you, sir? I'm Dr. Jonathan Reed from the Pembroke Hospital. May I ask who you are? And why all the questions? I'm Detective Inspector Charles Albright from Scotland Yard. And I don't find your answers convincing. What is a Pembroke doctor doing in the West End at this time of night?
I work for the Ascalon Club. Here is my permit to go freely about the city. The Ascalon Club? You should have said so, sir. I must warn you, these streets are dangerous, and you'd better be careful. What can you tell me about this district? I'm the one asking questions, especially when there's a killer on the loose. What killer? I'm not going to discuss that with the civilians, sir. Haven't I told you about the investigation I'm conducting? Perhaps I could help you. All right, without giving you too much information, I'll tell you this. I'm convinced there is a homicidal maniac on the loose, using the epidemic to disguise his kills. And what about the epidemic? We both know the situation is critical, don't we, Doctor? Colleagues of mine die almost every day. What are you really doing here? I told you. I'm a detective inspector from Scotland Yard, investigating suspicious cases in the area. Do you work alone? Yes, the situation is difficult for the police. Many of us are sick, and since the summer strike, most men apply a work to rule on their patrols. What about the situation in the East End? Why are there no police there to protect the civilians? I know, it's a shame, but we just don't have enough men to cover the entire city. Why are you investigating at night? Criminals rarely act in daylight, you know. But since you are also a night worker, have you noticed anything strange which requires police attention? I'd like to report a name, Inspector. Jeffrey McCullum. I'm afraid he's some sort of vigilante, trying to recruit an army of angry citizens. Then I'll write the name down and transmit this intelligence to the appropriate office. Thank you, sir. Tell me all you know about that homicidal maniac you're looking for. I'm not even sure there is only one. The wounds are always the same, but the modus operandi varies. Sometimes violent and brutal, sometimes precise and swift. How could different killers inflict the same wounds? That's my main problem. If my theory is correct, maybe we're facing a group of individuals sharing the same violent tendencies. Perhaps a sadist cult. Интересно. Такое расследование я бы попытался разгадать. Так, значит, тут все. Тут пока все. What are you investigating, exactly? I currently have a few missing persons cases. Mr. Tadao Kimura and Miss Louise Teasdale. I'm afraid they may have been abducted by my mysterious maniac. Tell me about Louise Teasdale. She's a waitress. Her father reported her missing. We don't have enough men to search for her, sadly. Do you have any idea where she could be? No. But I feel she's been abducted. She went to a pub a few nights ago and vanished. I thought about the sewers, but I'm not equipped for such an investigation. Tell me about Mr. Kimura. Mr. Kimura is a businessman who has been missing for a few days. He didn't go home, didn't go to work, didn't go back to his family. Where was he last seen? Mr. Kimura was last seen at the Royal Observatory in Greenwich. I followed a possible lead in the West End, but I found nothing. Так, ну с Луизой мы разобрались. Теперь осталось с Кимурой разобраться, дабы полностью все завершить, да? Do you know anything in particular about a man called Aloysius Dawson? Who doesn't know the man? I think he intervened personally to put an end to the police strike of last August. What else can you tell me about him? Aloysius Dawson is exactly the kind of powerful and influential man who could commit murder and get away with it, with just one phone call. Ладно, лечить тебя надо? Do you need medical attention, Inspector? I'm fine, thank you, Dr. Reed. Да что ж все здоровы, а? Goodbye, Detective Inspector Albright. Goodbye, Dr. Jonathan Reed. I'm sure we'll talk again soon. Ничем не болеет, твое налево.
Ишь ты, здоровые нашлись. Два близнеца? Мама тоже. Good evening, sir. I'm Dr. Reed. Can I be of assistance? Dr. Reed? Dr. Reed? Is there anything wrong? No, it's just... Your name sounds familiar. And your face. Have we met before? I think I would remember. So I suppose the answer is no. That's odd. I'm certain I've already heard of you. My name is Pericles Baker. Does that mean anything to you? I'm afraid not, sir. But it's a pleasure to meet you anyway. The pleasure is mine, I guess. I only wish I could remember when it was that we met. Tell me about yourself, Mr. Baker. What are you doing out here in the middle of the night? We are waiting. Waiting for someone. And why are you waiting for this person? Because we need to leave this city. As soon as possible. Why do you want to leave the city? I'm not really sure. Can you tell me anything about this district? As you like asking questions so much, would you allow me to ask you one first? Please, be my guest. Do you like this city? I don't know. I was born and raised in London, but I feel like a stranger here recently. You didn't answer my question, sir. But I don't blame you. Perhaps it's better that way. And what do you do, sir? For a living, that is. I stopped working when I decided to leave. When I realized what I wanted. Wanted something this city can't provide. But what were you doing before you took this decision? Does it really matter anymore? Considering the past seems so pointless to me. I have lived in this city all my life. And now I think it's over. Tell me more about why you want to leave London, then. I just don't belong here anymore. I had to convince my brother to leave London because I know we need to find another life out of the city. Who are you waiting for? I'm sure he has a name. I really can't answer that question, since I don't know that person. And why is that? This person is mostly my brother's acquaintance. I don't even know his real name. Only that this man could help us leave this city once and for all. But why would you need this person's help to leave London anyway? Well, I thought we should have left this cursed place already, but my brother convinced me to stay a while longer, and here we are. Ну что ж, вроде как задали мы все, что можно. What can you tell me about Aloysius Dawson? I've heard this is a man who has searched for his place in the world for a long time. I hope he found it. Do you need my medical attention, sir? No, I just need something that's not this. Goodbye, Mr. Baker. Good evening, sir. I'm Dr. Jonathan Reed. Do you need my help? Yes, please. Would you be kind enough to tell me what the time is? That's all you need to know. Well, is it not important to know? As important as where you are? Or who you are? I suppose you're right. And who are you then, sir? I am Agamemnon Baker. Like my brother, I think we need to leave this city immediately. And my brother and I rarely agree on anything. May I ask what you're doing outside at this hour of night? I don't know. You should ask my brother instead. It was his idea in the first place. You must have your own ideas. From what I have managed to understand, I guess we're supposed to wait here. Waiting for someone to come. What can you tell me about this part of town? It's the only place I've considered myself happy. Or at least that's what I believe. Unfortunately, it's time to leave. Why is that? Because I'm not feeling happy here anymore. Are you? I still enjoy living in London, no matter how difficult it can be sometimes. Then I am sincerely happy for you. True happiness in life seems to be the most difficult goal to reach these days. May I ask why you've not gone already, if you're so exasperated by this long wait? I believe fear is holding us back. My brother would have said it's laziness, but it's just because he's prouder than I am.
What can you tell me about your brother? He's older than me, I think. But the important thing is that I really hope I'll die before him. Grief would just kill me, you know? Is that all? Pericles is very attached to this city, and without my insistence, he would never leave this place. We don't often agree on anything, you see? Who are you waiting for, exactly? The more I think about it, the more I believe it's not exactly a person we are waiting for. But what else could it be, then? I don't know. A feeling? An event? An impulse? How can I tell? Something that would allow us to leave this trap. I'm afraid I'm not following you. What kind of trap are you talking about? Have you ever felt like life trapped you in a role that does not fit you? That you are not in your place? That sort of trap. Trap? And you think leaving London will free you? At least it will give us the chance to be free. That's more than our present situation. Hope, Doctor. Hope is what truly drives mankind. Все с вами, братцы, понятно. What can you tell me about Aloysius Dawson? You should ask that question to my brother instead. Personally, I've not seen Aloysius for many years. Do you need my medical attention, sir? I would appreciate some sunshine right now, but otherwise I'm fine. Thank you. Goodbye for now, Mr. Baker. Good evening. Pericles, tell me why your brother disagrees with your presence here. Agamemnon is naive sometimes. Although don't consider him a fool, sir. He is often more lucid than me. At least you both have the same difficulty explaining what you're doing, and for what reason. But is that not a common problem for all mortals? What can you tell me about your brother? If you are searching for a pleasant chat, you should speak with him instead of wasting your time with me. He has always been the more gentle of us. That's it? That's all you can tell me about him? For the time being, true kindness is the most valuable quality, my good sir. Goodbye, Mr. Baker. Ладно, с вами все понятно. Еще двоих нашли. Так, в итоге, сколько нам еще осталось найти? Так, с тобой мы разберемся. Так, головная боль, Луиза. Так, ну, с Луизой мы уже увиделись, но, к сожалению, вроде как мы с ней пока поболтать по-нормальному и вылечить не можем. Для этого нужно поспать, чтобы мы ее смогли снова встретить уже в этом месте. Наверное. Но это пока не точно. Это не точно. Так, стоп, я что-то не сделал, самое главное. Да. Так, осталось найти только двоих. Только двоих, и все будет отлично. Так, кого же я еще не поспрашивал? Где еще двое от меня скрываются? Здравствуйте. Так, отсюда я пришел, поэтому обратно заходить смысла нет. С Луизой мы разобрались. Надеюсь, рано или поздно она доберется сюда, и мы с ней побеседуем. Вылечим ее. Ну а пока... Good evening, Miss Price. How are you tonight? Dr. Reed, I didn't know you had returned from the war. I had a new doctor when you left, but he's not as kind as you. Always glad to see a former patient in good condition. It's been a long time. Too long indeed.
And as a token of my appreciation, I'll grant you the best price if you fancy buying anything from my humble shop. What can you tell me about yourself, Miss Price? I'm still managing my shop. The only difference is, since the quarantine, we're open at night. You, on the contrary, seem to have changed a lot. Really? Have I changed that much? It must have been the war and the night shifts since my return. Don't get me wrong, Dr. Reed, you're still handsome. Just maybe a little bit wiser, more serious. It suits you well. Tell me more about yourself. No new fiancé? I remember you were hoping to get remarried. I'm sure you must have a few suitors. Who would marry an old bat like myself with a grown daughter and a little business? As you know, I only fancy handsome men like yourself. Понятно. Have you noticed anything in particular in this part of town recently? Other than you coming back to cheer me up? Nothing at all, Dr. Reed. Does your daughter still worry you, Miss Price? I remember you were often concerned about her health when she was younger. Have you not seen Carol since you returned? She's almost a young woman now. But she'll always remain my sweet little baby. So you're less afraid? Some things never change. Carol is still too clumsy for her own good. Sometimes her innocence puts her in real danger. Why would her innocence put her in danger? She does not realize how cruel life can be. Maybe I was a bad mother to protect her too much. My poor dear Carol. You have every reason to be cautious, Miss Price. Especially in these difficult times. Maybe you could talk with her, Dr. Reed. It would be nice to have a man here more often. We would both feel safer. Do you know Aloysius Dawson? Everybody knows him. He's only been to my shop once, though, looking for rare books and other intriguing antiques. Did he buy something from you? No, he left quickly. He almost laughed at my goods. Mr. Dawson may be a rich man, but you can't buy good manners. But isn't Aloysius Dawson known for his philanthropy? That was before his brother Robert died in an aeroplane crash. Since then, the remaining twin has turned into a heartless tycoon. Спасибо. Будем знать. Так, насчет помощи. Do you need my medical attention, Miss Price? Oh no, I'm fine, Dr. Reed. Perfectly fine. Ладно. But thank you so much for taking care of me. Да. I hope you can stay a little longer. Ничего полезного у нее нету. Так, теперь самый главный вопрос. Так, твоя дочка, это она, находится внизу. И как мне в итоге к ней попасть? I cannot enter. Ну, дверь закрыта, как же я тогда вниз спущусь? Я наверняка как-то куплю, но я не понимаю, как мне попасть к последней девочке, которая нам нужна. Что за приколы? Так, со стражами сражаться мне пока не особо хочется. Успеется еще. До свидания. Так, ну да, мне осталось только ее последнюю найти, но почему я не могу этого сделать? Как это понять? Где же находится тут мне нужный спуск вниз? Seems violence.
наша самая главная задача сейчас это войти в особняк Алонзио Доусона и решить его судьбу. Так что... Посмотрим, к чему это все дело приведет. Отсюда я пришел. Ты вышла. Всего нужно было просто дождаться тебя. I am sorry, I can't help you, sir. Perhaps you should talk with someone else instead. I am glad to see you again. Good evening, Miss Price. I'm Dr. Reed. Do you remember me? Dr. Reed? Yes, of course. You are the doctor who healed me and my mum. Good evening, Dr. Reed. Good to see you too, Carol. Are you all right? Oh, yes. I did not hurt myself recently. I know how to take care of myself now. I'm almost a grown-up. Why are you awake at night, Carol? I am helping my mother in her shop. It's not easy, but I'm a grown-up now. I'm sure your mother is grateful for your help. I do the best I can. But I'm so clumsy sometimes. I drop things. I injure myself. It's a good thing my mother has the patience of an angel. Why is work not easy? Is something or someone bothering you? Oh no, most people are gentle with me. But I'm so nervous sometimes. I pay no attention and hurt myself. Good thing my mum learned first aid. What can you tell me of the people living nearby? I don't speak to many people, except our customers. It's not easy to make friends. And with the epidemic, it's even more difficult. What can you tell me about the epidemic? Some of our regular customers have left London. Some others only send their housemaids now. Everybody fears the contagion. I've even seen men with weapons. Have you no friends at all? No. Mr. Nithercote used to pass by and was always nice to me. Does he not come by anymore? No. Mum said he was weird. Always reciting poetry about a girl he'd met in Whitechapel. I wonder who this camellia may be. Do you enjoy working with your mother? Oh yes, Doctor. My mother raised me alone after my father died. We've always lived together, and she has always watched over me. Do you remember your father? No, I was just a baby then. My mother always told me how strong and good he was. Do you ever think about getting married now you're a woman? Oh no, Dr. Reed. Mum always says I'm still a child who has no idea how tough life can be. No husband would like a clumsy girl like me. Да ладно, не прибедняйся. Have you ever met the famous Aloysius Dawson? Yes, a very strange man, not very nice. What do you mean? He said he was ready to pay good money for rare books, and then laughed at what we showed him. Do you need my medical attention? No, I'm all right, Mr. Reed. Well, I think I am. Goodbye, Carol. Ну что ж, теперь мы побеседовали со I am всеми. sorry, I can't help you, sir. Абсолютно Perhaps you со should talk всеми. with someone else instead. Теперь можно смело идти в особняк. Осталось только этот особняк найти. Ну а там дальше видно. Особняк. Где же этот особняк? Если дальше не говорить. Там внизу мы уже были. Тут мы все исследовали.
Ну, я думаю, тут мы откроем обычный срез. Что нам мешает это сделать? Да. Топорик, конечно, прикольный. Тут не поспоришь. Но то, что он не глушит, это довольно печально. Ау. Да. Прискорбно. Ну, зато мы хотя бы его использовали, посмотрели, на что он способен, и в целом такое себе. Будем и дальше использовать нашу любимую дубину, которая даст всем жару. Так, срез. Отлично. Оба среза открыты. Соответственно, можно без всяких проблем двигать дальше. Not a good place for a stroll. Over there! There's one of those vermin! It's not human! Kill Ни хрена себе. Doesn't like burning, does it? Brothers! Ау. Иди сюда, падла. Слышь? Нет, ты реально куда кончил. Спать. Ну вот, походу, это и есть его особняк. Ну, идти в него, я думаю, мы будем в следующей серии. Это довольно-таки звучит логично. Я вас понял. Фух, ну что ж, здесь мы справились со всеми, кем только могли. Обезопасили эту местность, хотя сложно назвать обезопасили. Но теперь нам остается только решить судьбу этого старика. Ну и что именно мы с ним сделали, мы узнаем уже в следующий раз.